Российский истребитель совершил подвиг в протестующей стране. Атака, вторжение. Все расскажем в подробностях. Тревога на атомной электростанции. Пожар после взрыва. Что случилось и насколько это опасно? ВСУ захватили несколько населенных пунктов на территории России. Будет ли продвижение дальше? Новая колония, старая зависимость. Россия зальет страну деньгами. Можно ли забыть о самостоятельности? Пожары по всей России, масштабная атака на промышленность. Эти и другие самые важные события вечера воскресенья 24 августа. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Вашингтон сделал шаг, которого ждали в Киеве и боялись в Москве. Теперь все может поменяться очень быстро, и все зависит теперь от одной подписи. В Кремле точно напряглись. Администрация Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 авиационных ракет «Эрам» смертоносного оружия с дальностью до 450 километров. Стоимость такого пакета $850 миллионов. И, что показательно, оплачивать его будут в основном европейские союзники. По данным The Wall Street Journal, ракеты прибудут через 6 недель. Решение намеренно откладывали до завершения переговоров Трампа с Путиным и Зеленским. «Эрам» — это не просто ракета, это оружие 3 в 1. Оно может сбивать самолеты и крылатые ракеты, перехватывать баллистические цели на финальном участке траектории и даже топить корабли. Дальность от 240 до 450 километров, скорость до 3,5 махов. Эти ракеты давно стоят на вооружении американского флота и прошли модернизации под гиперзвуковые угрозы. Но есть нюанс. Использование «Эрам» в Украине может потребовать отдельного согласования с Пентагоном. Несколько американских чиновников уже намекнули, что речь может идти об ограничениях применения. Европа, оплачивая сделку, получит не только военную, но и политическую ставку в войне. Ведь параллельно союзники закупают у США системы ПВО и GMLRS с дальностью до 145 километров. Оружие, которое Киев сможет использовать сразу. Просто ищут повод для того, чтобы переговоры не допустить. И хотят, чтобы это произошло не по их вине, не по вине Зеленского, который тоже артачится и какие-то условия выдвигает, требует немедленной встречи с Путиным, независимо ни от чего. Попытка нарушить тот процесс, который, в общем-то, был заложен президентами Путиным и Трампом, который дал очень неплохие результаты. И мы надеемся, что эти попытки будут сорваны. Вашингтон блокирует удары Украины по России и делает это тихо, без публичных заявлений. По данным The Wall Street Journal, опять же, еще с конца весны Пентагон ввел секретную процедуру. Теперь каждый пуск ракет большой дальности требует личного одобрения главы Минобороны США. Речь идет и об американских «Атакамс», и даже о британско-французских «Storm Shadow», потому что данные для их наведения поступают от США. Минимум один раз Украина уже пыталась ударить вглубь России, но получила отказ. Архитектором этого механизма стал замминистра обороны Элбридж Колби, известный сторонник приоритета конфронтации с Китаем, даже ценой сокращения американских обязательств в других регионах. Именно с его именем связывают и июльскую паузу в поставках оружия Киеву. Эта политика фактически перечеркнула решение администрации Байдена позволить Украине наносить удары по российской территории. Более того, сам Дональд Трамп на днях писал, что невозможно выиграть войну, только защищаясь, но за словами пока не последовали действия. Сегодня Украина празднует День независимости. 34 года назад страна отделилась от СССР и провозгласила эту самую независимость. Сейчас в условиях полномасштабной войны украинцы по-прежнему верят в победу, но оптимизма становится меньше. Согласно опросу социологической группы «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института, 80% граждан однозначно или скорее верят, что Украина выиграет войну. Полностью убеждены в этом только 51%, еще 29% склонны верить в это. Только 16% заявили, что скорее или вовсе не верят в победу. Будем откровенны, с 2014 года для Украины наступили тяжелые времена, а после незаконного российского вторжения в эту страну все стало по-настоящему тяжело.
Все хотят мира, но я искренне верю, что мы должны поддерживать Украину в процессе достижения этого мира. Когда же закончится война, 35% опрошенных считают, что в течение 1-2 лет, 24% ждут завершения менее чем за год, но тревожный сигнал: растет доля тех, кто отвечает через 5 или более лет, 12% против 8 годом ранее, или даже никогда, 5% против 3%. І Україна не чекає жестів доброї волі, а має власну волю, аби втілювати в життя те, що необхідно нам. І коли Росія хоче взяти Сумщину, тоді з'являються Збройні сили на Курщині. Коли ворог б'є по нашій енергетиці, хоче залишити нас без світла і тепла, тоді палають його НПЗ. Ніхто не може нам заборонити такі удари, бо це б'є справедливість. Неожиданный подарок сделали бойцы батальона беспилотных систем Rugby Team 129-й бригады. Они провели дерзкую акцию в Курской области, подняли сине-желтые стяги над селами Горналь и Гуево. В Rugby Team заявили, это символ того, что Украина никогда не забывает свои этнические земли на Слобожанщине. Флаги теперь развиваются прямо над этими этническими украинскими землями, но российскими деревнями. Как вызов и напоминание, что оккупация и границы, начерченные Кремлем, не вечны. На Курской АЭС снова тревога. Прямо у стратегического объекта был сбит боевой беспилотник. Аппарат взорвался при падении, что вызвало пожар и ударило по трансформатору собственных нужд станций. Огонь удалось потушить пожарным расчетом, но последствия серьезные. Третий энергоблок пришлось разгрузить на 50%. В пресс-службе станции уточняют пострадавших. Нет, радиационный фон в норме. Но сам факт попадания взрывного дрона по инфраструктуре атомной станции уже тревожный сигнал для Москвы. Сейчас на Курской АЭС в работе остается только 3-й блок с ограничением мощности, 4-й находится в плановом ремонте, 1-й и 2-й в режиме без генерации. В Ленинградской области в Усть-Луге загорелся терминал «Новатэк», крупнейшего игрока газового рынка. Пожар вспыхнул после того, как обломки сбитых беспилотников рухнули на территорию порта. Власти заявляют, что емкости с топливом не пострадали, жертв нет. Но это не единственный инцидент. Кроме Курской АЭС, в Самарской области, по данным местных властей, удар пришелся по промышленному объекту. Телеграм-канал «Астра» уточняет, речь идет о Сызранском нефтеперерабатывающем заводе. Масштаб атаки впечатляет. За ночь сбито более 150 беспилотников в 10 регионах России. Но даже при таких цифрах ущерб оказался заметным. В Петербурге, к примеру, аэропорт Пулково почти сутки работал с ограничениями, задержано более 60 рейсов. Российский истребитель вступил в неравный воздушный бой со статичным противником в Армении. Он героически поборол столб. Ночной Ереван всколыхнул скандальный инцидент. Российский истребитель врезался прямо в столб на проспекте Аршакуняц. Все произошло в 2:15 по местному времени. Боевой самолет зацепил металлический столб, затем пробил ограждение и едва не устроил катастрофу в столице Армении. К счастью, пострадавших нет, но район к аэропорту Эребуни пришлось срочно перекрыть. На месте дежурят патрульная и военная полиция. Армянские издания уточняют, вероятно, речь идет о российском МиГе. Причины инцидента пока не раскрываются. Главный вопрос: как истребитель оказался в центре Еревана и почему он врезался в столб? Может быть, он старался как-то отомстить за протесты возле российской военной базы, но был очень далеко от Гюмри. Может быть, промахнулся и решил затормозить столбом, застолбить себе место в Ереване. У стен российской 102-й военной базы в Гюмри прошел митинг с громкими лозунгами «фашисты» и требованиями немедленного вывода российских войск из Армении. Акцию организовала партия «Во имя республики». Протестующие заявили российским военным, которых они называют фашистами, не место в Армении, даже если Москва называет страну союзником. Зависимость или финансовая помощь. Россия зальет Сирию деньгами, полностью обеспечив выпуск новых купюр. Сирийский фунт официально умирает, спасать его будет Россия. Дамаск уже договорился с московским госзнаком о печати новых банкнот. Старые купюры обесцениваются на 99% и заменят на деньги с обрезанными нулями. Теперь российская гостипография снова станет кошельком режима, как это уже было во времена Башара Асада. На старых банкнотах и сегодня красуются
красуются его портреты и изображения его отца. Курс местной валюты рухнул с 50 фунтов за доллар до 10 тысяч, а люди расплачиваются пакетами купюр по 5 тысяч, крупнейший номинал. В обороте около 40 триллионов фунтов налички вне банковской системы. Власти надеются, что новые деньги позволят взять под контроль хотя бы этот хаос. Запуск обнуленных банкнот совпадает с политическим переходом. В сентябре в Сирии впервые после ухода Асада пройдут парламентские выборы. Но символом новой эпохи станет то, что деньги сирийцам будет печатать не их государство, а Москва. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.